Началось ли уже строительство нового лая-центра для формирования следующего круга, цикла? Да, началось. Началось ровно тогда, когда пришла на планету Земля пятая раса. С этого момента и начинает развиваться лая-центр пятой планеты. Начало не происходит сразу. Всему есть своя причина. И причина формирования нового лая-центра для следующего круга цикла была заложена еще в первом круге. Ничто не происходит или не проявляется из ничего. То есть должна произойти кульминация завершения для того, чтобы начать новый круг. Что такое кульминация завершения? Это тогда, когда собирается все самое лучшее со всех миров и воплощений, чтобы дать толчок для следующего витка эволюции. Поэтому строительство нового лая-центра, оно началось и давно собирается, а в данный момент, в данный цикл нашего времени происходит как раз кульминация завершения. И когда она произойдет, будет проявление нового круга. Оно проявляется постепенно. В каждом круге происходит постепенное обновление и собирание этих сил, которые смогут проявиться в самом начале. Какие существа принимают участие в этом строительстве? Коллективно все человечество, но это в основе своей бессознательное строительство, а сознательное строительство производят архаты или те, кто победил время. Завершается пятая раса, переходный период в шестую расу. Кто принимает участие в этом строительстве? Конечно, учителя и все те, кто являет кульминацию завершения, которая выявляется в своей природе как все самое лучшее. Тем самым мы помогаем учителям строить этот новый цикл или новый лая-центр. Каким образом проявляется субъективность Акшары в первой шлоке? Вначале мы должны определить, что такое акшара для себя, да? Правильное представление себе создать. Смотрим в теософском словаре и видим, что обозначение на санскрите «высшее божество», буквально нерушимый, всегда совершенный. Вот с позиции, рассматривая высшее божество, которое представлено в первой станции, в первой шлаке, как непознаваемое. В первой станции и первой шлаке тем более рассматривается состояние абсолюта, который несказуемый, который со всеми приставками «не» и который не имеет атрибутов. Акшара, который является нерушимым и всегда совершенным высшим божеством, тем не менее, это уже атрибут. Еще не было плана богов, даже таких высоких, как Акшара. Поэтому не было проявления субъектности Акшары в первой шлаке. Тьма – самая трудная идея в тайной доктрине, потому что это пространство. Можем ли мы увидеть аналогию в нашей повседневной жизни? Аналогия в нашей повседневной жизни отражает собой ту тьму. Это ограниченность нашего сознания. И это ограничение символизируется сферой. Эта сфера, собственно, и представлена как пространство. Если мы будем рассматривать тьму как источник света, как начало начал, то тогда мы можем аналогично применять это. Тьма как начало проявления света. Увидеть тьму и стать светом. Есть свидетельство использования теории теософии на практике? Безусловно, это есть, практикуют теософию, иначе бы она исчезла. Ну а кто именно и как, это все-таки таинство, и никогда оно не выставлялось на показ. Поэтому либо индивидуальность, которая работает или исполняет указ, она всегда скрытая, но это, я не знаю, как голос безмолвия, что ли. Это несказуемое, опять же. Но все эти примеры выражаются в том, что мы замечаем просто качество жизни,
какого-то индивида. Их называют гениями, классиками великими. Сплошь и рядом эти примеры есть. Библия, Коран, тайная доктрина, книга чисел. Вообще вся оккультная литература, она подтверждает. И своей жизнью подтверждали те великие святые, которые проходили земной свой путь. Примеров сколько угодно, сама Елена Петровна, как величайший пример. Теософия – божественная мудрость, высшая истина или первоначальная истина. Она источник всех религий. Поэтому Елена Петровна говорила: нет религии выше истины. Но разве истина – это только теория? Если бы это так было, то бы ее не существовало. Как только мы приближаемся к истине, или мы начинаем ее узнавать, познавать, мы не можем ее не применять. Это происходит мгновенно. Аналогия применения на практике знаний теософии является прямо пропорциональным познаванию истины. В тайной доктрине цифра 4 является мужским символом только на высочайшем плане абстракции. На материальном плане число 3 есть мужской, а 4 – женский символ, вертикальный и горизонтальный в 4-й стадии символизма, когда символы становятся глифами зарождающих сил на физическом плане. Тайная доктрина говорит о абсолютном дыхании или дыхании абсолюта. Здесь как раз и есть ответ на вопрос. Потому что вначале происходит вдох, затем выдох. Когда происходит вдох, то мужской принцип показан по числом 4, четным числом. Когда же происходит выдох, то зеркально идет переотображение. И вот в этом отражении уже все переворачивается. И мужской принцип становится под числом 3, а женский под числом 4. Согласно дифференциации, в четвертом своем плане, когда зарождаются силы для физического плана, в этой стадии происходит то, что все силы, миры, свойства и качества сознаний все концентрируются как мысли, как капли единого океана, но в отдельности, в силу индивидуальностей. В силу этих индивидуальностей, которые называются людьми, в них сконцентрирована вся сила, отраженная в их индивидуальном начале. И тогда символы становятся глифами, когда сознание человека способно раскрыть сам символ, то в этом случае в человеке возникают силы проникновения, понимания, осознания. Так символы раскрытые проявляются как глифы или действующие силы, проявляющие сознание. На данном этапе развития или эволюционного развития сознания человека. Только в этом случае символы становятся глифами. А отображает их или выявляет эти силы и пробуждает эти силы человек. Когда символы становятся глифами зарождающих сил на физическом плане, тогда, когда появляется форма. В одном глифе может содержаться несколько символов. В самом начале, в непроявленных высочайших планах абстракции, уже происходит то самое великое сочетание или принятие противоположностей, единение в синтезе, которое имеет свое отображение на физическом плане. 4 – это само пространство, в себе имеющее и содержащее импульс, активный импульс, который именно символически назван мужским. 4-я стадия символизма – это форма. Любой глиф – это уже есть проявление или начертание символа. То есть тогда, когда символы становятся явными, когда они имеют форму, они открыты, тогда появляются глифы. Нечетные числа мужские
Отчетные женские, 4-я стадия символизма соответствует какому плану? Если мы рассмотрим мужское и женское как дух и материю, тогда, да, получается, все нечетные числа – это как символы духа, а четные числа – как символ материи. 4-я стадия символизма соответствует в каждом плане проявления 4-й стадии или формы. Я услышал на семинаре, что истинная медитация – это есть исполнение указов учителей. Для меня это было открытием. Если первые станции – это медитативное состояние, то как увидеть указы и исполнить их? Само представление первой станции начинает вводить в нас в медитативное состояние сознания. И естественным образом мы в это состояние входим, потому что там все идет с приставкой «не». Непознаваемое, непостижимое, но ничего не было. Понимаете? И вот с этим «ничего не было» мы освобождаем ум. Сама станция, когда мы начинаем размышлять в процессе ее изучения, нашему уму, нашим чувствам не за что зацепиться. В этом и есть начало правильной медитации. Потому что наш ум должен быть чист и спокоен. Любое чувство вносит волнение для нашего ума. И в этом случае получается дисциплина. То есть наш ум невольно и естественно становится дисциплинированным или спокойным. И тогда есть возможность отпечатка действительности. Или можно так сказать, что семя упадет на плодородную почву, и потом постепенно начнет выявляться мысль, рождаться мысль с учетом нашего размышления над этим непостижимым, абсолютным, невыразимым ничем, хоть и туманным, но образом, который постепенно исчезнет как образ, но останется опыт. И вот этот опыт, он будет безобразный. Там не будет присутствовать ничего. Соответственно, первой станции дзян. Не было ничего. Лишь единая тьма наполняла все. Тьма – ограниченность нашего сознания. А не было ничего, в смысле, не было умствований никаких. Не было волнений, не было чувств, чтобы ощутить это. Вот в этом аспекте, собственно, и первая станция сразу нас вводит в особое состояние сознания. Другими словами, спокойствие, состояние ума. Ну и в заключение можно сказать, как раз отвечая на первый вопрос. Как увидеть указ? Но прежде всего, когда человек берет тайную доктрину читать, то уже указ был. Указ свыше, чтобы человечество освоило тот материал тайной доктрины для прохождения эволюционного пути, дальнейшего развития своего сознания. И этот первый указ привел вас к тому, что вы начали читать тайную доктрину и, естественно, первую станцию дзян. А если вы читаете, значит, вы входите в состояние, то, которое как следствие исполнения указа. И вы пытаетесь размышлять или медитировать на эту тайну бытия. И в первой станции, в первой шлаке идет фундаментальное наращивание определенной системы, которая всегда может нам аналогичным образом приложение помочь разобраться в самом себе. Возможно, даже не указы, а именно направление. Направление – стать чистым белым листом, начать свой путь, начать именно с состояния гармонии, равновесия в самом себе.